Приветствую на канале SQL Dev. Отладка и тестирование хранимых процедур PL/SQL. После успешной компиляции процедуры или при возникновении ошибок данных возникает необходимость протестировать программу. Это легко сделать при помощи тестового окна PL/SQL Developer. Его возможности достаточно мощны для полноценной отладки. Пошаговое выполнение, установка брейкпоинтов, слежение за переменными, просмотр стека, другое. Проверим настройки сессий. Settings, Connection. Multi-Session. Каждая новая вкладка будет иметь свою отдельную сессию на сервере. Вы не будете видеть изменений, сделанных в одной вкладке, пока не произведете коммит. Dual Session. Все вкладки одного окна будут иметь одну сессию. Вторая сессия будет использоваться для компиляции. Single Session. Все вкладки, а также компиляции, будут производиться в одной сессии. Также кнопка «Прервать текущую операцию» будет заблокирована. Обратите внимание, дебаггер в этом режиме недоступен. В текущем примере процедура имеет несколько входящих и исходящих параметров разных типов. Вызов пакета DBMS Output PutLine для дополнительной отладки, а также апдейт таблицы, имеющий триггер, который нам также хочется задебажить. Открываем новое окно тестирования New Test Window и добавляем код в разделе Begin-End. Вызвать окно тестирования также можно, кликнув правой мышкой на имени хранимой процедуре браузера объектов. В окне редактора контекстное меню сгруппировано, команда тест находится внутри группы. О том, как выключить группировку контекстного меню редактора, мы говорили в одном из предыдущих видео. Ссылка в описании. В открывшемся окне девелопер подготовит нашу процедуру к вызову. Объявленные переменные будут указаны с нужным типом данных. Заполним входящие параметры. Обратите внимание, строки и даты указываются без одинарных кавычек. Булевые типы будут обернуты специальными функциями для правильного отображения. Простой запуск производится так же, как и выполнение запроса SQL зеленой стрелкой или клавишей F8. Исходящие параметры заполнятся данными. Измененные значения будут подкрашены цветом. Данные пакета отладки DBMS Output смотрим на соседней вкладке. Чтобы запустить пошаговую отладку, необходимо удостовериться, что в пакет добавлена отладочная информация. Мы могли выключить ее при возникновении ошибки ORA 03114 Not Connected to Oracle. Нет связи с Oracle. При возникновении этой ошибки добавления отладочной информации мы говорили в одном из предыдущих видео. Ссылка в описании. В контекстном меню браузера объектов находим пункт Add Debug Information. Проверяем чекбокс. Теперь значения переменных будут отображаться правильно. Начать выполнение процедуры, кликнув по зеленой стрелке с лупой или F9. Теперь нам доступны следующие функции. Продолжить выполнение скрипта до следующей точки остановки. Если точек нет, то до конца. Перейти на следующую строчку, войти в вызываемую процедуру. Перейти на следующую строчку, перепрыгнуть вызываемую процедуру. Выйти из текущего блока или процедуры. Продолжить выполнение до курсора. Выполнить до следующей исключительной ситуации. Зеленая стрелка со звездочкой позволяет выполнить SQL-запрос в текущей отладочной сессии. Допустим, мы изменяем данные некой таблицы и хотим посмотреть ее состояние до окончания выполнения процедуры. В режиме Single Session или Dual Session во время отладки не удастся выполнить никакой новый запрос. Далее следуют кнопки обновления переменных и стека. Они обновляются после каждого шага. Следующая кнопка отвечает за отчет профилировщика. Последняя позволяет сохранить данный запрос как тест. Эти тесты можно в дальнейшем собирать в группы наподобие юнит-тестов. Зайдем внутрь процедуры. Выделенная строка показывает текущее положение выполняемой программы. Значения переменных и параметров будут отображены при наведении мышки. Для удобства слежения за изменениями значений переменных можно добавить соответствующее поле вручную или через контекстное меню.
Если во время отладки вместо значений переменных отображается not a variable, необходимо добавить в пакет или хранимую процедуру отладочную информацию. При выполнении DML-операции отладчик может зайти в триггер модифицированной таблицы. В данном примере разработчик добавил процедуру сохранения данных, которые меняются. Что-то вроде аудита. Чтобы не проходить большие или ненужные в данный момент участки кода, воспользуйтесь точкой остановки. Зайдем во внутреннюю функцию. В правой нижней части окна отображается стек вызова процедуры. Двойной клик покажет, с какой строчки кода мы пришли. Значение переменных исходящих параметров можно изменить даже во время выполнения отладки. В контекстном меню выбираем пункт Set Variable и устанавливаем необходимое значение. Константы и входящие параметры изменить не удастся. В этом же контекстном меню можно посмотреть значение коллекции, но только скалярного типа данных, то есть состоящего из простых элементов. Значения типа RowType доступны при наведении. При вызове контекстного меню на левом краю поля доступны установка и перемещение по закладкам. Список всех закладок также доступен View Bookmark List. Установка и удаление брейкпоинта. Установка логпоинта. К нему мы вернемся чуть позже. Включить или выключить точку остановок. Удалить все точки в текущем окне. Последний пункт меню позволяет просмотреть, модифицировать список брейкпоинтов или установить условия для срабатывания. Откроем этот пункт меню. Появившееся окно отображает список всех брейкпоинтов, установленных в текущей схеме. Двойным кликом мы можем перейти на выбранную точку указанного документа. Для каждой позиции возможны модификации. Use Condition позволяет указать условия для срабатывания точки. Например, когда переменная i станет равна 4. Use Message выведет дополнительное сообщение на вкладку DBMS Output. Список доступных переменных для отображения вы видите на экране. Timestamp – время в секундах с момента запуска программы. Дата – время. Описание брейкпоинта. Счетчик цикла. Значение переменных. Don't Break позволяет выключить текущую точку, не убирая ее. Вывод сообщения остается включенным. Это позволяет вести логирование приложения, не останавливая его. Это и есть логпоинт. Последняя позиция указывает, сколько раз программа должна пройти точку остановок, чтобы сработать. Используется в циклах. На соседней вкладке мы можем установить брейкпоинт определенных системных ошибок. Например, ORA 01403 NoDataPhone. Есть возможность сохранить и загрузить список брейкпоинтов для дальнейшего дебага или передачи коллегам. Эта и другая информация по отладке приложений доступна по вкладке Help, а также в руководстве пользователя, раздел 5. Пройдемся по настройкам. Settings Debugger показывает значение переменных во всплывающем окне. Если выключить данную настройку, то посмотреть значение можно будет только из блока просмотра переменных. Пропускать инициализацию пакета. Заходить в объекты схемы SYS, если есть необходимые права, по умолчанию выключено. Следующие два пункта позволяют отключить обновление переменных из стека после каждого шага. Последний пункт позволяет выключить добавление отладочной информации. Ниже следуют настройки списков схем, имен процедур, для которых стоит всегда добавлять или никогда не добавлять отладочную информацию. Для схем, в которых устанавливается контекст сессии, важно помнить, что дебаг выполняется в отдельной сессии. И все установки контекста перед началом работы в этой схеме не будут установлены. В таких случаях необходимо прописывать установки контекста перед вызовом процедуры. Спасибо за внимание, всем добра!